Ребята, всем привет! С вами Софь. Нам сегодня понадобится горячий клей, ножницы, разные кисточки, блестки, акриловый глянцевый лак, акриловые матовые краски, золотая акриловая краска, жутовый шпагат, клей для декупажа на водной основе, губка и один аксессуар. Ну что ж, приступим. Я разделила видео на две части. Для блестящего карандаша нам понадобятся блестки и клей для декупажа. Наносим клей на всю поверхность карандаша. Я наконец-то открыла эту крышку, это просто было невозможно. И мы делаем вот так. Что-то все-таки приклеилось. Наносим снова клей, потом снова блестки и так далее. Сейчас мы откладываем это сюда. Засыпаем блестки обратно в баночку. После этого снова наносим клей на наш карандаш с блестками. Потом снова сыплем блестки. В общем, мы это проделываем несколько раз до той степени, когда у вас карандаш будет полностью покрыт блестками максимально, как у вас получится. Вот получился такой яркий карандаш, как говорится. После того, как у вас просохнет клей, берете акриловый лак глянцевый и наносите сверху кисточкой, а после оставляете сушиться карандаш. После высыхания наш карандаш готов. Теперь у нас на очереди второй карандаш, осенний. Берем старую декоративную ленту и наклеиваем, как я это делаю. Ненужное обрезаем ножницами. После всего этого берем акрил рыжий, золотой и белый. Вам понадобится вот это, чтобы, как говорится, не задевать, удобно было красить. Берем, вмакиваем. Оставляем сушиться, чтобы потом покрасить еще в один слой. Оставляем сушиться. После рыжего акрила мы красим концы спереди и сзади карандаша золотым акрилом. У меня тут чайник слышно, я надеюсь, не сильно вас отвлекает. В общем, сейчас мы снимаем скотч. Вот этот, который был у нас, помните? Вот мы его, короче, сейчас снимаем. Ну что, приступаем к покрытию белым акрилом. Кстати говоря, наверное, жопку, грубо говоря, у карандаша мы тоже покрасим, только вот не белым, а золотым цветом, а то как-то черный, наверное, не очень красиво. Наша специальная подушечка под сушку мы положим недалеко, чтобы потом воткнуть в карандаш. Вот. Я взяла белку тройку, она не такая большая, в принципе, я думаю, будет удобно. Выберите кисточку, которая удобна вам. Так, берем белый акрил и наносим.
Ничего сложного. Мы покрасили. Сейчас оставляем сушиться. Втыкаем нашу импровизированную сушилку. И красим жопку. Жидкое золото на жопку. Ну, что-то вроде того. Оставляем сушиться. Ну что, ребята, у нас с вами все высохло. Теперь его можно покрыть лаком глянцевым. Все, мы вот это, получается, оставляем сушиться. Для третьего карандаша нам понадобится грунт акриловый белый. Покрываем всю поверхность карандаша, не считая верхней части его. А теперь мы будем делать подвеску цветочек из джута. Нам понадобится небольшой колокольчик, который у меня уже в руке. Продеваем его в джутовую нитку. Делаем петельку и склеиваем с помощью горячего клея. После этого мы с вами будем делать основу для нашего цветочка. Такую спиральку получается. Там нам поможет горячий клей. После того, как у нас с вами основа цветочка была закончена, мы делаем небольшие петельки. Это будут у нас лепестки. И тоже все на горячий клей приклеиваем. Лепестки мы делаем по кругу до конца. Такая круг. Нам осталось нитку с последнего лепестка приклеить к центру, чтобы у нас с вами сама подвеска висела ровно по центру, а не сбоку. Поэтому у нас внутри будет с вами как бы такая улиточка. Отмеряете, сколько понадобится. Ну и отрезаем, как говорится. Вот я отрезала. Вот столько. Примерно. Берем уже высохший карандаш после грунта. Берем белую акриловую краску и наносим ее. Оставляем сушиться. Мы сделаем такие небольшие, знаете, красивые, вот как на ногтях делают, мазки этой золотой краской. Пока я все подготавливаю, что я хочу сказать. Обязательно грунтуйте поверхность карандаша перед тем, как красить. Я не говорю сейчас про блестками, который идет карандаш, хотя лучше бы, конечно, тоже было его загрунтовать и покрасить в фиолетовый цвет, а потом сверху наносить блестки. А у меня есть кое-где проплешины, конечно, но в принципе получилось все равномерно. Я старалась, правда. Вот. Вам не особо видно. Это и хорошо. В общем, вот. Урок первый. Как говорится, всегда грунтуем поверхности, когда вы собирались что-то красить, особенно акрилом. Потому что иначе у вас уйдет уйма акрила, а вам это не нужно. Берем акрил и делаем такие, ну, я попыталась, конечно, мазки. Если что, кисть у меня щетина. Мазки делаем по всей поверхности карандаша в шахматном порядке. Да, сейчас оставляем сушиться.
точно так же в нашу с вами штучку. Теперь мы высохшие с вами. Вот смотрите, как красиво получилось. Вот такие штучки. Я хочу сделать как бы такие крапинки. Нам понадобится белый и синий акрил. Я хочу их смешать, чтобы получился такой бледно-голубой цвет. Мы сделаем с вами такие точечки. Закончила. Теперь оставляем сушиться. Все у нас подсохло. Теперь мы можем нанести. Сделаем прямей, как говорится. Тоже лак. Аккуратненько, так сказать. Так вот у меня, видите, уже что-то пошло не так. Немножко пенопластика добавить не хотите? Так. Верх не надо закрашивать, потому что мы его с вами заклеим. Вы же не забыли, что у нас с вами еще цветочек вязаный сделанный. Если вы все промазали, оставляем сушиться. Ну что, ребята, у нас высох карандаш. Теперь нам осталось нашу с вами подвесочку прикрепить к карандашу с помощью горячего клея. Ну что, поехали? Ну что, у нас горячий клей, в принципе, уже нагрелся. Мы сейчас с вами начнем приклеивать самую верхушку. Начнем сверху. Вот она у нас так будет свисать. И аккуратненько вот так вот у нас получилась с вами вот такая вот штука. Клеим дальше. У меня пока клей недостаточно горячий, я могу убирать руками. Но вы, прошу вас, аккуратнее. Мы сейчас будем вот эту надо штучку, получается, нашу с вами поднять наверх. Вот, наклей. А все остальное обрезаете просто ножницами. И все. А этот хвостик мы снова приклеим. Ох, горячий клей так обжигает. Ну что ж, мы с вами закончили карандаш. Смотрите, какой он прикольный. У нас такой небольшой цветочек на конце. И это была первая часть нашего видео. Во второй части у нас будет эксперимент с жидкими блестящими ручками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. А с вами была я, и всем пока-пока!